Должность для Патрушева. Охота на ведьм в Минобороны РФ. Беларусь атакует Польшу мигрантами. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Перестановки в Кремле продолжаются, как и чистки в Минобороны РФ. Тяжело сказать, к чему ведут эти чистки. Оккупанты собираются штурмовать Сумы, а Харьков только для отвлечения внимания. Мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов. Протесты в Армении. В программе жесткие задержания, выступления и танцы. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на наши каналы, а также не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». Она рядышком, и нажав ее, можно поддержать нашу работу. Это очень важно. Поехали. В Кремле придумали должность для Николая Патрушева. Он станет помощником президента. Вместе с ним помогать Путину будет Антон Войно, который и так занимал эту должность. Но, видимо, исходя из правила держать врагов еще ближе, потенциальных соперников тоже, помогать Путину будет, видимо, теперь уже экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который считался другом Евгения Пригожина и, как пишет ряд российских аналитических изданий, мог быть человеком, который на самом деле вел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» во время его мятежа. А как пишет ряд других изданий, тоже российских, Дюмин может стать чуть ли не преемником Путина. Больше сюрпризов никаких, если это можно назвать сюрпризами, но, похоже, преобразования закончились. Во всяком случае, самые знаковые. Будем дальше следить за всеми этими процессами. Призываем вас делать это вместе с нами. Чистки продолжаются даже после отставки Шойгу. В Москве задержан и уже отправлен под стражу начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. О том, что в отношении генерала проводятся следственные действия, написали одни из первых российские телеграм-каналы «Рыбарь» и «Грей Зоун». А издание «База», к примеру, пишет, что, цитирую, в 235-й гарнизонный военный суд 13 мая поступили материалы на человека с фамилией, имя, отчество, полностью совпадающими с главным кадровиком Минобороны. И 13 же мая в этом суде прошло заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича. Конец цитаты. Странное совпадение. РИА Новости пишут, что Кузнецов получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. В результате суд отправил под стражу Кузнецова, а дома у него нашли более 100 миллионов рублей, иностранную валюту, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Прокомментировать эту ситуацию и кадровую ситуацию в Минобороны РФ мы попросили генерал-майора СБУ в отставке Виктора Ягуна. Тяжело сказать, к чему ведут эти чистки, потому что концептуально ничего не меняется. Главное, что пришел к власти в Министерство обороны человек, который вообще не приемлет рынковую экономику. И он такой сторонник, ну если не плановой, то такой контролируемой рынковой экономики. И известен только в том плане, что придумал новые налоги, новые какие-то там сборы с бизнесменов, вообще с промышленности. Вот этим он точно запомнился всем. И учитывая, что действительно он отвечал за очень серьезное направление, это за дроны, в первую очередь за шахеды, я думаю, что это будет приоритетом сейчас. Россия будет наступать в направлении Сум, говорит начальник украинской разведки Кирилл Буданов. Говорит, вооруженные силы Украины столкнулись с критической ситуацией в Харьковской области, где российский штурм, по его мнению, будет длиться еще 2-3 дня, после чего российские войска начнут, цитирую, решительное наступление в сторону Сум. А цель этого наступления на Харьков – растянуть и без того мизерные резервы украинских солдат и отвлечь их от участия в боевих действиях в других регіонах, говорить Кирилл Буданов. Росіяни з самого початку планували операцію так само і в Сумській області. Станом на зараз невеликі угруповання сил вони утримують в прикордонні на напрямку, скажімо так, у них це місто Суджа, з нашого боку це Сумський напрямок, але ситуація допоки їм не дозволила
приступити до активних дій і розпочати, скажімо так, здійснення свого плану. Заместитель спикера Госдепа США тоже не видит потенциала в наступлении россиян на Харьковском направлении. Мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем дополнительный приток американской помощи и постоянная поддержка со стороны партнеров позволят Украине продолжать противостоять этой агрессии. Для того, чтобы разобраться более детально и понять, на чем основываются выводы украинской разведки, мы поговорили с генерал-майором СБУ в отставке Виктором Ягуном. Все разговоры про то, что они будут переходить границу, да, это действительно может быть, но то, что они что-то возьмут, ну вот реально мы сейчас увидели, что они, Волчанск, который просто находится на границе, они даже, кроме того, как подойти к мясокомбинату и зайти на некоторые улицы и потом оттуда же уйти, так же быстро, как зашли, ничего не получается. То есть они обыкновенный райцентр не могут взять, не то, что там про областной город. Для того, чтобы хотя бы подойти к городу и попробовать какие-то там действия, то это надо группировку иметь, ну, точно больше 200 тысяч, как для Сум. Для Харькова это однозначно раза в 2 больше. Поэтому все разговоры это только про то, чтобы действительно провести какую-то операцию локального такого действия, для того, чтобы зайти в прикордонье, организовать какую-то буферную зону и растянуть фронт на более длинную ширину, для того, чтобы сковать те резервы, которые можно было использовать в Украине. Так или иначе, из приграничья Сумщины проводится эвакуация. Уже несколько десятков человек вывезли из опасного района. Сейчас будет 15. Потримайте. Коля, а можно себе тут. Белорусские внутренние войска укомплектованы более чем на 100%, ведь в их ряды вступило еще 1000 человек. Об этом говорит главный по внутренним войскам в Беларуси, говорит, главная цель – ловить диверсантов. С чего начинаются современные войны? Конечно, с гибридных атак, конечно, с массовых беспорядков, с расшатывания ситуации. Ползут диверсанты, ползут террористы, шпионы, агенты влияния, которых нужно выявить и задержать, и обезвредить. Ну и, конечно же, пресечь любые попытки. Ни в коем случае не дать врагу какой-либо возможности создать ситуацию с массовыми беспорядками, что-либо спровоцировать, а потом вмешаться в наши внутренние дела. И вот эти молодые люди, они осознают свою особую миссию, они идут служить непосредственно к нам. Что хочется сказать вот про этих молодых людей, которые сегодня пришли во внутренние войска? Вы знаете, почти 1000. Мы укомплектованы далеко за 100%. Из этой 1000 3/4 это парни с высшим и средним специальным образованием. В основном спортсмены. Особый отбор, чистейшая анкета, все патриоты. Это абсолютно не мешает засылать диверсантов или дестабилизирующие элементы на территорию тех стран, с которыми Лукашенко, как он говорит, не хочет ссориться. Почти 150 нелегалов пытались прорвать польско-белорусскую границу. Это случилось 10 мая, а всего за 3 дня нелегально на этом участке пытались прорваться в Европу 824 мигранта. Белорусские пограничники совершенно не препятствовали агрессивным мигрантам, которые кидали палки и камни в сторону польских пограничников. Варшава тем временем планирует выделить более 370 миллионов долларов, чтобы укрепить заграждение на границе. Об этом говорит заместитель министра национальной обороны Польши Цезарей Томчик. Грузовой поезд в Волгоградской области России внезапно сошел с рельс. Произошло все около часа ночи в районе станции Котлубань. Телеграм-каналы, близкие к российским силовикам, пишут, что загорелись 2 вагона с топливом в результате атаки беспилотника. Одна цистерна взорвалась, огонь разошелся вокруг поезда. Всего с рельс сошли 9 вагонов. Пострадавших вроде как нет. Протесты продолжаются в Ереване. Там люди выходят на улицы, протестуя против политики премьер-министра Пашиняна. Были задержания, были потасовки и громкие заявления, но были и танцы. Люди перекрывают улицы мусорными баками, сами блокируют дорогу. По состоянию на утро вторника было задержано более 40 человек.
Я напоминаю вам, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо» и тем самым поддерживаете нас, помогает нам создавать новые и новые видео, и я призываю вас не останавливаться в этом. Ну а также призываю ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на наш канал. Это очень важно на самом деле для распространения наших видео и других материалов. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.